Всем привет! С вами Банана Мастер. И сегодня мы делаем домашку по циклам. Начнем с первой задачи. В этой задаче нам изначально нужно сделать цикл. Окей. Чтобы сделать цикл, я сделаю сверху какую-либо ошибочку, чтобы не было вечного цикла, и начну реализацию нашего цикла. Цикл у нас состоит из трех вещей. Это создание переменной, далее условия с этой переменной, а потом изменение той самой переменной. В данной конструкции я сделал цикл, который работает от 1 до 10. Убираем эту ошибку, чтобы запустился. И видим, вот. Но это не все. В первой задаче нам нужно при каждой итерации цикла выводить на экран параграф с какой-либо цифрой. Ну, например, в такой конструкции мне нужно было вывести на экран 10 параграфов, и в каждом параграфе будет то 1, то 2, то 3 и так далее. Для этого действия я сделаю себе переменную res1, в которой будет изначально пустая строка. Далее, в самом цикле я эту переменную буду перезаписывать, пишу развернутую запись, где возьму старое значение плюс параграф. Это вот такая штука. И между параграфами я добавлю I, ну, конкретно переменная, в которой находится цифра. Далее ниже, после цикла, когда он закончил свою работу, беру дивчик и в него вывожу наш res. По факту наш сформированный ответ. В результате этого действия мы видим, что у нас появилась вот такая конструкция от 1 до 10, где каждая цифра находится в своем параграфе. По факту это ответ на первую задачу. Можем переходить к следующей. Во второй задаче нам также нужно сделать цикл, который будет работать от 1 до 10. Я, чтобы было быстрее, поэтому скопирую ответ на прошлую задачу и переименую ее под вторую. Это будет у меня вот так вот. Сейчас такой же вывод по факту произойдет. Только вот это вот, да, переделать. И готово. Вот так. Но во второй задаче есть отличие. Нужно сделать так, чтобы при выводе выводились не пешки, а h3. Поэтому я здесь вместо π h3 ставлю. Далее. Цифры при выводе должны быть не 1, 2, 3, 4, а 100, 200, 300 и так дальше. Поэтому я возьму вот это в круглые скобки и умножу на 100. По итогу, вот у нас получился такой ответ, как и нужен был. Эту задачу мы решили с помощью цикла и также небольшой хитрости, то есть математики. Да, математика вам будет очень сильно помогать решать много разных задач. Давайте вам еще для вашего собственного понимания покажу другой вариант ответа. Это будет не сильно по условию, но в принципе ответ будет такой же. Я скопирую этот вариант, опущу его ниже, закомментирую, что был для примера, и сделаю следующее. У нас будет цикл, который будет работать до 1000 от 100 с диапазоном 100. Тогда я вот это вот могу убрать. Скобки тоже убираю, они нам уже незачем. Вот так это выглядеть будет. И по факту получаю точно такой же ответ. Но сам цикл выглядит чуть по-другому. Я сделал его от 100 до 1000 с шагом 100. Ну что ж, переходим к третьей задаче. В этой задаче мне нужно реализовать цикл, который работает от 5 до 50. Я скопирую прошлый цикл для того, чтобы это все было намного быстрее. И сразу корректируем наш цикл. Он будет работать от 5
до 50 с шагом 5. Далее при каждом вызове я буду к прошлому значению добавлять новое, то есть наш I, и в процессе вот сюда его выводить. По итогу, когда мы проверим, у нас получилось что-то такого плана. Ну, вообще, это уже правильный ответ, только если вы всмотритесь, и вы увидите, что каждая циферка, она прижата друг к другу, и нам нужно добавить только пробел. Для пробела я сделаю вот так вот. Старое значение плюс пробел плюс I. Вот мы и добавили пробел и по факту сделали ответ на третью задачу. Переходим к четвертой. В этой задаче мне нужно также сделать цикл, но цикл будет работать таким образом, что я буду вводить сюда какую-либо циферку, ну, например, 23, нажимать на кнопку. И у меня ниже должен получиться вывод от 1 до 23, по факту до того числа, которое я ввел в это поле ввода. У меня есть уже первичная структура, и мне осталось добавить цикл. Также скопирую цикл с прошлой задачи для более быстрого написания. Только переименую переменные, чтобы мы понимали, к чему они относятся. Ну, что это именно четвертая задача. В данном случае нам нужно сделать цикл от 1, поэтому я ставлю 1. И сам цикл должен работать до того числа, которое ввел пользователь. Получается, вот здесь будет v4 с шагом 1. По итогу, когда я впишу сюда, ну, давайте 10, клик, отлично. Что-то другое, 25, например. Точно так же. Отлично. Сразу же есть пробел, потому что, видите, я копировал прошлый ответ, и тут уже это есть. Переходим к следующей задаче. Она также очень похожа на четвертую, но в ней наш цикл должен работать от 1 и до той цифры, которая выбрана в селекте. Да, у меня уже есть первичная структура под него. Мне осталось только переименовать наши переменные, для того, чтобы это было быстрее. Ну, давайте я для начала переменные переименую. И вывод также это будет вывод в out5. Наш цикл работает от 1 до выбранного числа пользователем, то есть до v5. Вот здесь я это число из селекта и получаю. Когда мы проверим эту работу, работает, работает, работает. Отлично. Переходим к шестой задаче. В этой задаче нам нужно сделать опять же цикл, который будет работать от первого поля ввода до второго. Например, если напишу так, то он работает от 1 до 50. Если же напишу по-другому, например, 25, а здесь 35, то он будет в таком же варианте работать от 25 до 35. Для этой задачи также копирую цикл с прошлой задачи, чтобы было быстрее, только переименовываю переменные. Если я буду работать с нашими полями ввода, первым делом мне нужно в моей функции получить те самые поля ввода. И я их уже получил с помощью вот этих строк. Первое поле ввода, второе. Цикл будет работать так. Со старта до энда. Не забываем только все вот это переобразовать в число. И в такой конструкции я давайте введу сюда 1, а сюда 89. Отработало. Давайте первая цифра 65, вторая пусть будет 69. Также отработало. Отлично. Вот мы и написали ответ. Переходим к седьмой задаче. В этой задаче нам нужно реализовать цикл, который будет работать от
минус 7 до плюс 7. Получается, если нам нужен такой цикл, то я что делаю? Говорю, что начинаешь с минус 7 и работаешь до просто 7. В такой конструкции, если я сейчас посмотрю, то мой цикл отрабатывает, 15 раз. После того, когда мы реализовали цикл, тут будет уже более сложный вывод. Какой? Все негативные цифры нам нужно вывести вот в этот div. Позитивные в другой. Нолик выводить не нужно. Окей, значит, у нас есть два варианта цифр. Два разных вывода. Значит, будет две переменных, в которых мы будем закидывать наши выводы. Это будет res p, позитив, и еще одна переменная res n, негатив. В самом цикле я буду использовать if, потому что нужно понимать, что к чему должно относиться. В этом ифе я пропишу следующее. Если I больше нуля, то это число позитивное. Если же оно позитивное, то я беру res positive и выполняю, по сути, такую же конструкцию, где старое значение плюс пробел сразу добавим, плюс I, текущий вызов цикла. Далее добавлю еще один else if, в котором будет уже вот такая конструкция I меньше нуля. Если наш 0 больше, чем I, это означает, что это число будет негативное. А если оно негативное, я перезаписываю другую переменную res n, негатив. Вот таким образом. Проверяем работу. Значит, у нас этот цикл отрабатывает, и нам осталось только еще вывести на экран. Выводить будем мы в этот div. Это позитив, значит res p. И выводить будем также в другой div, негатив, это res n. Окей. Кликнем, проверим. Отработало. Заметьте, что нолика здесь нет. Почему нет? Потому что если бы I равнялся 0, здесь было бы false. И тут также было бы false. Я не просто так else if написал, потому что если бы я написал else, я давайте уберу, просто чтобы вы увидели разницу, и кликну повторно, то у нас в негатив залетел 0, а нуля здесь быть не должно. Как раз благодаря этому условию я и отлавливаю эту ошибку, тот момент с нулем. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.